Чтобы украсить свой сад на долгие месяцы, можно подобрать много обильно цветущих растений. Среди них особой популярностью пользуются те, чье цветение приходится не только на весну или лето, но и на теплую осень. К таким щедрым на цветение и малоуходным культурам относятся и берез. Среди этого растения встречаются как однолетние, так и вечнозеленые, многолетние виды. Существуют также полукустарниковые разновидности. И берез – это отличный вариант для малоуходных садов. С этим обильно цветущим почвопокровником справятся даже самые неопытные и начинающие садоводы. Чтобы растянуть цветение береза на долгие месяцы, используйте посадку его разных сортов и видов. К тому же вы можете посеять его семена сразу в сад, в апреле или в мае, с интервалом в полмесяца. Например, первый посев провести в апреле, а следующий через 15-20 дней. Эти неприхотливые цветы, особенно в садах с мягким климатом, также высевают под зиму, сразу в открытый грунт. В этом случае кустики зацветут уже в начале мая, в зависимости от региона произрастания. И берез также выращивают рассадным методом. Посевы проводят в марте в отдельные стаканчики, так как пикировку эта культура не любит. Окрепшие сеянцы переваливают с цельным комом земли на постоянное место в сад, стараясь не повредить корни. Делают это после того, как устоится теплая весенняя погода, без возвратных заморозков. Данный почвопокровник удобен и тем, что способен давать свой самосев. К тому же вы всегда сможете собрать свои семена, подсушить их и хранить в сухом месте. В этом случае вам не понадобится искать посевной материал в магазинах, тем более, что семена береза способны сохранять свою всхожесть в течение 3-4 лет. И берез – это растение, которое при минимальном вложении средств, сил и времени украсит вашу территорию на долгие месяцы. Его кустиками можно задекорировать склоны, альпийские горки и рокарии, а также разные пустующие участки в саду. Пышная россыпь цветов будет эффектно смотреться вдоль дорожек, на клумбах и в цветниках. И берез очень красиво сочетается с разными цветами. При этом особо он никому не мешает, не проявляет агрессивных качеств и сложного ухода не требует. Его часто высаживают в качестве низкорослого цветущего бордюра и вблизи зон отдыха. Это позволяет наслаждаться не только его цветущим видом, но и чудесным ароматом. Но у данной культуры есть свои небольшие особенности, о которых следует знать. Например, корни и береза не поверхностные, как у большинства почвопокровников, а стержневые, уходящие вглубь почвы. Поэтому пересадку эти растения переносят тяжело. По этой причине и березу следует сразу подобрать постоянное место, чтобы не травмировать его пересадкой. И берез очень ценится в ландшафтном дизайне за свою неприхотливость и обильное цветение. Его многочисленные кружевные соцветия покрывают веточки так, что не видно даже листвы. Конечно, такое обилие кустики покажут только на солнечном месторасположении. Чтобы растянуть праздник цветов на несколько месяцев, вы можете высадить разные виды этого почвопокровника. Однолетний берез, зонтичный, имеет всевозможные окраски соцветий. Его высота около 20-40 см. Он разрастается плотными, густыми подушками, которые в пик цветения сплошь усеяны зонтичными соцветиями диаметром до 5-6 см. Сами цветочки мелкие, 4-лепестковые. Они бывают белыми, розовыми, пурпурными, сиреневыми, лиловыми и фиолетовыми. Очень красиво смотрятся плотные посадки белоцветкового береза, которые со стороны напоминают пышные облака или белоснежную пену. Вблизи этот цветущий берез похож на эффектные ажурные кружева. Цветение этого вида отличается не только своей красотой, но и приятным ароматом. Данный почвопокровник является отличным медоносом, привлекающим в сад полезных насекомых-опылителей. Цветение начинается в конце весны, в июне, в зависимости от сроков посева, и длится около 8-9 недель. Сроки цветения также зависят от сортовых характеристик растений. Но какой и берез вы бы ни выбрали, вырастить его вам не составит труда. Главное, сразу определить ему подходящее, постоянное место. Эта культура любит солнце или легкую полутень. В тени эти цветы высаживать нет смысла, так как цветением они вас там не порадуют. К составу грунта и берез не требовательный, хотя предпочитает рыхлый грунт с нейтральной реакцией и без застоя влаги. В низинах
и в подтопляемых местах, а также на участках с тяжелой и кислой почвой его не стоит сажать. Иберису вполне подойдет песчаная, суглинистая и даже каменистая почва. Такие цветы – отличный вариант для малоуходного сада, так как не требуют частого полива, внесения удобрений и особого внимания со стороны садоводов. Иберис крайне неприхотлив и засухоустойчив. Поливать вам его понадобится только в засушливый период. Для продления цветения кустики можно подстричь. Иберис способен цвести повторно. Для этого веточки обрезают на 1/3 часть, удаляя отцветшие соцветия. У многолетнего ибериса взрослые растения потребуется примерно 1 раз в 5 лет поделить и рассадить. Такая процедура нужна для омоложения растений и более обильного цветения. Если вы будете высаживать несколько видов ибериса, отведите им разные участки в саду, так как они могут переопыляться. Данный почвопокровник гармонично впишется в любую цветочную композицию. Он красив сам по себе и с рядом растущими многолетниками, например, с шаловидным флоксом, гвоздикой, армерией или алисумом скальным. Эффектное цветение ибериса способно очаровать кого угодно. К тому же эти цветы отлично подходят не только для открытого грунта, но и контейнерного выращивания. Горшочками с цветущим иберисом можно украсить придомовую зону, балкон и террасу. Его пышные кустики с множеством ажурных соцветий эффектно сочетаются с самыми разными растениями и цветами. Неприхотливым иберисом также декорируют подпорные стенки, каменистые сады и насыпи, садовые дорожки и прочие места в саду. Где бы вы ни высадили иберис, он хорошо приживется и будет радовать вас своим обильным цветением, при условии, что это не будет тень и переувлажненный болотистый участок. Размножают иберис не только семенами. Кустики можно делить и черенковать. Для черенков нарезают веточки длиной до 10 см. Перед посадкой почву лучше продезинфицировать фунгицидом. Следите также за влажностью и поливами, не допуская чрезмерного переувлажнения. Иберис довольно устойчив к болезням, но от переизбытка влаги его корни могут загнивать. Многолетние виды в садах с мягким климатом на зиму не укрывают. На территориях с суровыми и малоснежными зимами надземную часть укорачивают и прикрывают лапником или укрывным материалом. Такое растение, как иберис, подойдет всем садоводам, но особенно тем, у кого нет ни сил, ни времени по уходу. К тому же данная культура отличается не только своей редкой красотой, неприхотливостью и обильным цветением, но и лечебными свойствами. Я уверена, что среди зрителей найдутся те, кто уже выращивает этот эффектный почвопокровник в своих садах. Поделитесь, пожалуйста, своим ценным опытом в комментариях. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выход наших новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале.